Все знают про ТикТок. Абсолютно каждый хотя бы раз смотрел видео с его водяным знаком. Согласно исследованиям, каждый пользователь проводит в ТикТоке минимум 1 час в день. И где бы ты ни был, если ты в него зайдешь, ты проведешь там час. ТикТок изменил представление о взаимодействии в интернете. Он изменил абсолютно все сферы, связанные с массовой культурой, под свой формат. Но как же так вышло? Ну, во-первых, начнем с того, что изначально ТикТок был кринжом еще тем. Я не признавал его существования и не мог понять, как кому-то нравится смотреть на нелепые движения под музыку, снятые в вертикальном формате. Типа, в этом нет даже никаких усилий и творчества. Это буквально... Что это? Но все изменилось в 2020-м, когда я переделал уже все, что только можно, а именно поспал, то мои руки дошли до ТикТока. Дело в том, что я стал слышать положительные отзывы о нем, типа там рекомендации очень классные и много классных креаторов появилось, а не только это. Бро, ты можешь уйти отсюда? Как ты вообще сюда вошел? И думаю, именно в 20-е годы с ТикТоком познакомилось больше всего людей, потому что всем нечем было заняться дома, и у многих появилось время на себя и свое творческое раскрытие. И когда я его открыл, вау. Это интересно. В ТикТоке каждый человек может почувствовать себя популярным, приняв участие в каком-нибудь тренде, ведь к тому времени ТикТок занял главное значение в культуре развлечений и порождал новые тренды каждый день. И своими функциями располагал к тому, чтобы порождать еще больше. Формат взять, снять легко вертикальное видео под музыку и сразу выложить давал каждому попробовать стать блогером. И позже этот функционал позаимствовал абсолютно каждый, и уже буквально везде есть свой аналог ТикТок. И если вы когда-то успевали заскочить на волну хайпа и получали большое количество просмотров или подписок, то, возможно, уже знаете, что какая бы цифра у тебя на аккаунте ни была, в ТикТоке она ничего не значит. По своему и не своему опыту могу это подтвердить. На моем аккаунте уже почти 800 тысяч подписчиков, и каждый день прибавляется еще по паре тысяч. Но посмотрев на новые видео, мы видим актив как у детсадовца. Дело в том, что в ТикТок никто не заходит смотреть свои подписки, все смотрят ленту рекомендаций и увидят вас только в том случае, если ролик пройдет первый этап у небольшой части аудитории после публикации, и если он им понравится, то только тогда вас пустят в ленту ко всем. И в таких условиях практически нереально заниматься творчеством. Приходится подстраиваться под систему и создавать кликбейтные заголовки, вырезки всякие там, чтобы продолжать держать большие просмотры. Поэтому могу вкинуть совет, как тогда стоит использовать ТикТок, если вы хотите быть услышанным, а не просто замеченным. Перегоняйте аудиторию. ТикТок — это в первую очередь классный инструмент для того, чтобы найти новых зрителей по своей теме. И самый выгодный способ его использовать — это вылавливать аудиторию из этого хаоса и всего подряд на свои уже основные страницы в других соцсетях, где все будет аккуратненько и по-вашему. Но не так, что типа please subscribe, please, а проявиться через одно видео так, чтобы заинтересовать человека своей персоной и за тобой захотелось следовать. И неважно, делаешь ты анимации, музыку, рисунки, продаешь что-то, делаешь полнометражные мультфильмы или ты президент Америки. Если правильно себя показать и свое творчество за маленький промежуток времени и заинтересовать следить за тобой, то многим не будет лень зайти на твои профили. Еще в 2021 году, 4 года назад, я об этом рассказывал в одном из Q&A, и с тех пор ничего не изменилось. Ну, в плане в ТикТоке ничего не изменилось. Свою первую аудиторию я, кстати, также получил благодаря ТикТоку, перегоняя смотреть мои видео полноценно со всеми удобствами и комфортом на Ютубе, и смог собрать так что-то около 2000, а потом случилось фиолетово на все. Были времена. Проводились исследования, где выяснили, что в среднем люди смотрят ТикТоки по часу каждый день. И такую способность затягивать он имеет благодаря своим божественным алгоритмам, которые, правда, собирают данные не совсем законным образом, из-за чего его недавно заблокировали, но об этом позже. Благодаря сложному алгоритму ТикТок может выдавать реально интересные вам видео по интересующим вас темам. Эти реки реально хороши. Чтобы вы понимали, в основном все сериалы или фильмы меня заставлял посмотреть именно ТикТок, постоянно показывая отрывки оттуда. И я, не выдерживая, шел смотреть их полностью. После чего моя лента была полностью заполнена мемами, эдитами и всем остальным контентом по этому фандому. И такая точность одновременно и удивляет, и пугает. В ТикТоке есть абсолютно все, что вы можете себе представить. Все жанры и поджанры абсолютно чего угодно. Из-за этого ТикТок смотрят абсолютно все. И из-за этого, перешутив уже всеми шутками, переживав и переобсуждав все темы, сейчас юмор в ТикТоке — это что-то страшное. Буквально.
Неподготовленный зритель, мягко говоря, будет пребывать в недоумении от происходящего там сегодня. Люди стали погружаться все глубже в какие-то андеграундные темы, чтобы достать со дна что-то, что никто не видел, и получить заветное внимание, показав людям что-то, что еще можно обсудить. Или форсят максимально непонятные мемы, чтобы... Честно, не знаю зачем, но должен признать, это забавно. TikTok комьюнити — это самое активное... TikTok комьюнити — это самое активное комьюнити где-либо. Комментарии становятся частью видео, и если ты видишь что-то противоречивое, и у тебя появляются какие-то мысли по поводу этого, поверь, в комментариях об этом уже кто-то написал. Ну или написал... Боже, я не понимаю тенденцию вводить новые термины каждый вторник. Пожалуйста, остановитесь. В реальности это очень разделяет людей, кто смотрит и не смотрит TikTok, и сразу можно определить, кто где. TikTok прямо ощущается каким-то отдельным комьюнити, которое держится на мемах. И если вы заметили, нынешняя комьюнити ТикТока стала заметно агрессивнее, чем в те же 20-е. Все пытаются что-то доказать, отстоять свою точку зрения. В какой-то момент находиться в ТикТоке стало просто неприятно. Он стал слишком токсичен, что с какой-то стороны даже хорошо, потому что ты в него меньше заходишь. И есть миф, который с недавних пор очень раздули, что TikTok своим форматом и вовлеченностью развил у людей так называемое клиповое мышление. Под этим словосочетанием имеется в виду, что очень много информации подстроено именно под массового зрителя. То, как она представляется и воспринимается, чтобы человеку не нужно было сильно перестраивать свой склад ума от повседневного, и он легко воспринял информацию, что ему показывают. На самом же деле, вся эта тема больше антинаучная, и все миллионы тиктоков про это просто бред, несящий спекулятивный и популяризаторский характер. Упрощение подаваемой информации правда существует, и изменение когнитивных процессов тоже, но точно не в таком масштабе, как это преподносят. Как мне кажется, это сработало как сарафанное радио. Если бы никто не вставлял под основное видео геймплей Subway Surf и еще 17 видео, то и не было бы такой шумихи про расслоение внимания. Но из-за самого формата ТикТока, где ты постоянно переключаешься с темы на тему, кто-то придумал, как удержать зрителя на своем формате. И хоть это с какой-то стороны и гениально, с другой выглядит нелепо и колхозно. Бра. А по мнению зрителей, из-за того, что они смотрят по 2 видео одновременно, они больше не могут фокусироваться на чем-то одном и диагностируют себе когнитивные заболевания, о которых узнали пару дней назад, по типу СДВГ. Уверен, вы о нем слышали. Хотя СДВГ наоборот может развиться из-за дефицита дофамина, а не переизбытка. И вообще только в детском возрасте и влияет на все сферы жизни, а не только на те, где скучно. Например, ребенок с СДВГ не может сосредоточиться даже на интересной игре, а не только на уроке в школе. Симптомы от постоянного просмотра ТикТока могут быть схожи, но они очень далеко от настоящего СДВГ. Так что не придумывайте себе диагнозы, если на то нет реальных причин. Получилось как обычно, истина где-то посередине. Клиповое мышление и правда существует, но не в таком масштабе, чтобы назвать это заболеванием или тем, что угробит вашу жизнь. А второй видеоряд с играми и вправду может задержать зрителя, но только если оно стакается с основным видео и дополняет его, а не перетягивает внимание на себя. Но в любом случае, если видео говно, оно говном и останется, какие бы наклейки на него ни налепили. Своим упрощением TikTok затронул много сфер. Массовый зритель не хочет погружаться в какую-то тему, ему и своих проблем достаточно. Он хочет расслабиться. И по-быстрому. И из-за этого музыка сейчас структурно меняется и начинается сразу с припева. В сериалах актеры озвучивают каждое свое действие, чтобы ты мог параллельно что-то делать. И это официально подтвердил Netflix. А статьи и заголовки становятся более укорочены и кликбейтны, чтобы по тексту можно было просто пробежаться глазами. И с одной стороны, это ужасно, что все катится в упрощение под массового, в основном не соображающего зрителя, но с другой, у всего этого есть обратный эффект. Как бы парадоксально не было, но с развитием всего такого короткого и быстрого, популярность длинного и глубокого по смыслу контента тоже выросла. Поскольку люди, желая отдохнуть от ТикТока, его поверхностности и всего этого информационного шума, начинают искать более осмысленный контент и в свободное время предпочитают смотреть что-то, во что можно углубиться, и что требует внимания и вдумчивости. Так, сейчас можно заметить появление кучи подкастов и различных документалок. Также тиктоки стали играть роль тизера для полноценных видео. И увидев какой-нибудь минутный обзор, человеку вероятнее всего захочется посмотреть полную версию, о чем я рассказывал ранее. Ну и алгоритмы платформ все же хотели бы, чтобы вы смотрели более длинные видео, потому что туда можно интегрировать больше рекламы. У TikTok, кстати, был период, когда они не понимали, как им зарабатывать с рекламы, ведь видео там слишком короткие, чтобы вставлять рекламу перед каждым. И прямо сейчас можно заметить, как они внедряют
загрузку все более и более длинных видео. TikTok стал очень сильным толчком эволюции массовой культуры, и на всем вышеперечисленном можно заметить, как общество справляется с переизбытком информации в наше время. И все катится в максимальное упрощение и кликбейт, дабы ухватить внимание зрителя. И хоть массовый контент захватил рынок, он же и создал спрос на более длинный и глубокий контент. Поэтому сейчас у каждого есть выбор: посвятить свободное время своему развитию или быть гуру всех новых слов, что в ТикТоке придумывают дети каждый день. И наконец, по поводу блокировки ТикТока в США. Каким бы глупым и простым ТикТок ни казался, это очень большой инструмент для распространения информации и управления общественным мнением. А США — самая большая часть пользователей приложения. Его блокировка там означала бы смерть эпохи ТикТока и всего того безумия, что в нем и благодаря нему происходило все эти годы. И тот факт, что его реально заблокировали, просто безумен. И еще безумен тот факт, что заблокировали всего на полдня. В общем, мне кажется, такой большой сервис, как TikTok, вряд ли исчезнет из нашей повседневности в ближайшем будущем. Даже если спустя время его все-таки окончательно заблокируют, аналоги с тем же функционалом быстро заменят его. Потому что это уже больше не про площадку, а про формат взаимодействия, который выстроился за эти годы. Уверен, ни один пользователь ТикТока не досмотрел до этого момента, поэтому, когда все тиктоковские ушли, ребят, зацените. Кот в кастрюле. Как он туда залез?